Большие новости от BMW. Один из самых важных кроссоверов в классе премиум сменил поколение. Перед нами абсолютно новый BMW X5, который получил все возможные типы силовых агрегатов. Бензиновые, дизельные, подключаемые гибриды и полностью электрические версии. И мы сразу же погружаемся во все детали. Начнем с важнейшего нюанса для электрического iX5. Он получит батарею емкостью 140 кВт-часов. По размерам и емкости аккумулятора это скорее всего будет лучший показатель в сегменте и на рынке в целом. Новые подробности обо всех моторах, экстерьере, интерьере и всех опциях вы увидите прямо сейчас. С Томасом авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Давайте начнем с передней части, которая, к счастью, сохранила классические двойные ноздри решетки радиатора, в отличие от той же новой i3 или новой третьей серии. Обратите внимание на контурную подсветку. Она идет уже в базовой комплектации вместе с матричными светодиодными фарами. Ниже расположены глянцевые черные элементы декора. И, конечно, фирменные дневные ходовые огни в форме буквы X. Эксклюзивная фишка этого поколения X5. Когда вы включаете указатели поворота или аварийную сигнализацию, они мигают в этой же секции. Кстати, если вам не нравится этот X-дизайн, его можно отключить через меню мультимедийной системы. Тогда останутся просто диагональные полосы. Но на мой взгляд задумка отличная. Особенно эффектно эти X смотрятся в режиме поворотников. Перед нами электрический BMW iX5, но визуальные различия между версиями будут минимальными. У модификации с двигателем внутреннего сгорания будет больше прорезей для охлаждения вот в этой зоне, которая в данном случае сделана глухой. И, как я уже говорил, все, о чем мы сегодня рассказываем, в равной степени относится ко всем модификациям модели. Так что мы подробно разберем особенности каждого типа силового агрегата, который вас интересует. Этот автомобиль представлен в дизайне M-Sport, поэтому в базовом исполнении будет чуть меньше глянцевого черного декора. Перейдем к профилю кузова. И здесь сразу бросаются в глаза эти огромные колеса. Конкретно эти диски 22-дюймовые. Вообще линейка начинается с 21 дюйма и доходит до 23. На этих дисках установлены аэродинамические вставки. Кстати, на самых маленьких, 21-дюймовых, они тоже есть. Кроме того, здесь используется разноразмерная резина, что крайне важно для электромобилей. Например, для 21-дюймовых колес базовая ширина шин составляет 255 мм спереди и 285 мм сзади. А на этой машине стоят шины шириной 275 мм спереди и 315 мм сзади. Так что если для электрического iX5 вам нужна максимальная эффективность и запас хода, лучше остановиться на 21-дюймовых дисках. Они банально уже. Длина автомобиля немного увеличилась по сравнению с предшественником. Причем большая часть из этих пары дополнительных сантиметров пошла на увеличение колесной базы. Общая длина кузова теперь составляет 4,99 метра. А теперь самое главное изменение. Постойте-ка, а где дверные ручки? Да, перед нами, скажем так, очень чистый и минималистичный дизайн. Вы можете помнить кроссовер Volvo X60. Там использовались похожие элементы. Они близки конструктивно, но технологии внутри разные. И такое решение получат абсолютно все BMW X5. Из минусов. Здесь больше нет классических дверных ручек, которые лично мне так нравятся. Из плюсов, в отличие от обычных выдвижных ручек, эти не спрятаны в кузов, они всегда снаружи, и за них можно сразу ухватиться. Работает это следующим образом. В базе идут вот такие ручки, вы просто берете за них, тянете и открываете дверь как обычно. И еще один момент. Доводчики двери теперь входят в базовую комплектацию абсолютно всех модификаций, так что BMW заметно богаче оснастила эту модель уже в стандарте. Кстати, конкретно этот автомобиль в цвете Pine Grey – это серый оттенок с зеленым отливом, оснащен еще полностью автоматическими дверями. Смотрите, я просто прикладываю руку вот сюда, к внешней панели, и дверь открывается сама настежь. Фишка как раз в том, чтобы объединить эти две функции. Закрыть ее можно точно так же. То есть вы либо используете сенсор снаружи, либо можете открывать их изнутри вручную, как будто этой автоматики здесь и нет. Такой вариант тоже предусмотрен. И между прочим, эта система работает для всех 4 дверей. Так что у меня двоякое впечатление на этот счет. С одной стороны, фишка, конечно, эффектная, спору нет, но сам я остаюсь фанатом классических дверных ручек. Хотя, с другой стороны, это все же лучше полностью выдвижных ручек, потому что за эту можно ухватиться сразу. Себе я бы, наверное, заказал машину без функции автоматических дверей, хотя выглядит это потрясающе. Смотрите, если я нажимаю вот эту горячую клавишу, я могу открыть все 4 двери одновременно. И, возможно, вы знаете, что мы тоже сейчас размышляем. Если мы, к примеру, решим полностью перейти на электротягу, что нам выбрать? BMW iX3 или все-таки iX5? Так что сегодняшний выпуск это еще и наше личное исследование. Мы пытаемся понять, станет ли этот кроссовер нашей следующей семейной машиной. И тут, конечно, главный вопрос в силовой установке и характеристиках. Но электрическая версия выглядит крайне интригующе. Это точно.
Как раз здесь вы можете видеть шильдик. Перед нами iX5 в модификации 60, и совсем скоро мы перейдем к деталям. Быстро пробежимся по дизайну задней части. Здесь мы тоже видим современный световой почерк, очень широкие задние фонари. И снова это новая выемка BMW, характерное углубление по центру крышки багажника. Ниже идет бампер M-Sport с глянцевым черным декором. Повторюсь, в базовой комплектации глянца будет поменьше. И опять же, если вы выберете версию с двигателем внутреннего сгорания, выглядеть сзади она будет точно так же. А теперь немного технических подробностей. Электрический iX5 60 разгоняется до сотни за 4,7 секунды. Результат весьма приличный, машина действительно быстрая. И здесь установлена батарея полезной емкостью целых 140 кВт-часов. Это впечатляет. Заявленный запас хода по циклу WLTP должен составить около 800 км. Конечно, в реальной жизни цифра будет скромнее, но итоговый запас хода окажется сопоставим с iX3. Да, старший iX5 менее эффективен. Коэффициент аэродинамического сопротивления у него равен 0,28. Однако за счет огромной батареи он сможет проезжать столько же, сколько и iX3. То есть на автомагистрали вы сможете рассчитывать на честные 500 км запаса хода даже на высоких скоростях. Что ж, мы это обязательно проверим и будем держать вас в курсе. Адаптивная подвеска идет уже в базовой комплектации. В качестве опции доступны пневмоподвеска и система подруливания задней оси. Задние колеса поворачиваются в противофазе, передним на угол до 3,5 градусов. Что касается зарядки электрического X5, то здесь установлен лючок с электроприводом. Заслонка разъема постоянного тока опускается автоматически. Очень интересное решение. И закрывается она тоже сама. Забавная фишка. Пиковая мощность зарядки постоянным током составляет 450 кВт, а возможно даже чуть больше. В итоге процесс зарядки с 10 до 80% занимает всего от 22 до 23 минут. Так что 800-вольтовая архитектура здесь действительно демонстрирует великолепную скорость и эффективность. Кстати, еще кое-что о задней части кузова, что я хочу показать вам перед подробным обзором багажника. Посмотрите сюда. Если вы заметили, корма выглядит очень лаконично. А почему она выглядит так аккуратно? Да потому что нижней откидной створки больше нет. Раньше на нее можно было присесть. В прошлых поколениях X5 она откидывалась вниз. С одной стороны, мне безумно нравилась эта фишка, ведь здесь можно было устроить пикник, буквально сесть вот так. Теоретически присесть можно и сейчас, но это не особо удобно, разве что подложить подушку. С другой стороны, теперь и доступ к багажнику стал проще, так что тут свои плюсы и минусы. И знаете, со мной пару раз случалась одна история. Там внизу была кнопка закрывания, и вот ты сидишь, отдыхаешь, пьешь что-нибудь, поворачиваешься, ой, какая красивая птичка полетела. Задеваешь эту кнопку ногой, и бац, створка внезапно начинает закрываться. Напитки разлиты, а верхняя крышка опускается прямо тебе на голову. Проблема была еще та. Так что я, честно говоря, одновременно и обожал, и ненавидел эту функцию. К багажнику мы еще вернемся чуть позже, а пока продолжим разбирать технические характеристики. Я уже могу открыть капот. И в этой электрической версии вы, скорее всего, догадываетесь, что нас там ждет. Тянем рычаг один раз, второй, придерживаем, и перед нами передний багажник. Обратите внимание, это предсерийный автомобиль, поэтому финальная отделка деталей будет другой. Сейчас этот пластик выглядит простовато, но клиенты получат куда более качественные материалы. Это касается и внутренней отделки, которая в серийных машинах станет приятней, ведь здесь пока установлен временный пластик для тестовых прототипов. Передний багажник получился небольшим, по сути сюда поместится только зарядный кабель, и на этом все. Кроме того, в отличие от тех же Mercedes или Porsche, здесь нет какого-то более удобного или практичного механизма открытия. Вам всегда придется дважды дергать рычаг из салона. Будем честны, решение не самое идеальное, зато дешевое в производстве. Кстати, закрыть капот можно простым нажатием на логотип BMW, точно так же, как вы надавливаете на эмблему Porsche. Что касается линейки двигателей внутреннего сгорания, то вы по-прежнему сможете выбрать хорошо знакомую 3-литровую рядную шестерку. Здесь она развивает 400 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 5,4 секунды. На базе этого мотора будут построены две модификации подключаемых гибридов. Полезная емкость батареи у плагин гибридов немного подросла и теперь составляет 26,5 кВт-часов. Обновление скромное, но для подключаемого гибрида показатель уже весьма достойный. Почему бы и нет? Для гибридных версий предложат два варианта форсировки по мощности. Кроме того, в гамме снова появится 3-литровый 6-цилиндровый дизель. Также мы ожидаем полноценную заряженную версию M-Performance с чистым ДВС. Возможно, туда вернется мотор V8. Ну и само собой подтверждено появление полностью электрической, чисто аккумуляторной версии. Но помимо этого, у iX5 будет еще и водородная версия. Насколько она вообще целесообразна, вопрос открытый. Ведь заправочная инфраструктура для водорода сейчас, скажем прямо, практически отсутствует.
Поэтому логично спросить, каков реальный сценарий использования такой машины. В любом случае очень любопытно, что в BMW решились на такие инвестиции. Большинство покупателей, скорее всего, все же выберут полностью электрическую версию. В ней, разумеется, установлено по одному электромотору на передней и задней осях. Впрочем, модификации с двигателями внутреннего сгорания здесь тоже будут исключительно полноприводными. Вы также можете найти всю информацию в закрепленном комментарии техническими данными. Там мы собрали все известные на сегодня факты и цифры о бензиновых, дизельных, подключаемых гибридных и полностью электрических версиях. Всегда полезно изучить точные характеристики и разложить все по полочкам. Что мне действительно понравилось, так это то, что BMW выбрала не слишком экстремальный дизайн. Здесь по-прежнему узнаются фирменные ноздри и сохраняются классические габариты X5. Знакомый размер, знакомый силуэт. А вот дверные ручки и отказ от раздельной створки багажника – это темы для отдельных дискуссий. Думаю, некоторым преданным фанатам X5 такие перемены придутся не по душе. Впрочем, я прекрасно вижу здесь как плюсы, так и минусы. Но уверяю вас, самое интересное только начинается. Ведь прямо сейчас мы переходим к обзору интерьера. Интересно, кстати, когда дети начнут играть на этих фарах в крестики-нолики. Ну, вы поняли, из этих иксов. Да и мне только сейчас дошло. А вы обратили внимание? Напишите мне в комментариях. Вот так, к слову, выглядит ключ и брелок. Это стандартный вариант. И, честно говоря, меня уже немного раздражают эти автоматические двери. Но, возможно, кто-то считает иначе. Расскажите в комментариях, что думаете вы. Посмотрите сюда, здесь у нас отличная мягкая обивка. На внутренней стороне дверей появились вставки из микрофибры. Выглядит великолепно. В зоне подлокотника пластик тоже податливый, хотя для локтя его можно было бы сделать еще чуть помягче. Кнопка автоматического закрывания двери, а вот это уже опция. Ниже расположены стандартные клавиши стеклоподъемников, блок управления боковыми зеркалами и кнопка открытия багажника. Слава богу, они перенесли кнопки регулировки сидений вот сюда. Нажатием на эту клавишу я сразу вызываю меню настроек кресел на экране. А вот этот элемент выглядит очень любопытно. Напоминает, не знаю, что-то вроде жерла вулкана. Он подсвечивается изнутри. Крайне интересное решение. Также здесь установлена опциональная аудиосистема Bowers & Wilkins. Насколько я знаю, в ней должно быть 22 динамика для максимального погружения в звук. То есть в базе идет стандартная музыка, а Bowers & Wilkins доступна за доплату. На пороге нас встречает накладка с логотипом M-Sport, а передняя панель обшита алькантарой. В таком исполнении дизайн интерьера выглядит просто прекрасно. Верхняя часть торпеды, к слову, тоже мягкая. Рулевое колесо. Вокруг него всегда велось много дискуссий, начиная с X3, i3 и новой третьей серии. Перед нами спортивный руль. Вообще существует базовый руль. У него тоже вертикальная ориентация. Затем идет вот этот спортивный руль. Здесь есть характерное углубление по центру, и он тоже ориентирован вертикально. И, наконец, доступен M-руль, у которого спицы расположены более привычным образом, и выглядит он более стандартно. Интересный момент, если в моделях iX3 и i3 абсолютно все рули идут без использования материалов животного происхождения, то здесь в X5 веганскими сделали большинство версий, кроме M-пакета. Логического объяснения этому нет, ведь конкретно этот руль выполнен без применения натуральной кожи, и он очень приятен на ощупь. На самом деле он даже мягче, чем традиционная кожа. С технической точки зрения этот материал сейчас объективно лучше, просто еще не все об этом знают. Именно поэтому в данном случае перед нами кресло из натуральной кожи, хотя вы можете заказать точно такой же светлый оттенок и в исполнении веганца из эко-кожи. В базе устанавливаются спортивные сиденья, а здесь представлены многофункциональные комфортные кресла. Оба варианта доступны как в веганском исполнении веганца, так и из натуральной кожи. Причем искусственный материал даже мягче, ведь современные технологии позволяют сделать его более податливым, чем настоящая кожа. Это просто очередной шаг в развитии технологий. Моя задача как раз и заключается в том, чтобы передать вам материальные и тактильные ощущения. Что касается базовой эргономики, то она хороша в обоих случаях. Однако эти мультиконтурные сиденья предлагают гораздо больше настроек. И, например, выигрывают по глубине посадки. Так что в будущем я с удовольствием найду и покажу вам другие возможные конфигурации салона. Теперь проверим запас пространства над головой. Мой рост 1,89 м, и как видите, место здесь с запасом. Разумеется, тут можно выдвинуть подушку сиденья вперед и настроить все под себя. Кресла действительно очень мягкие и уютные. С одной стороны, по ощущениям, салон во многом напоминает X3. Но с другой, здесь есть элементы, которые явно призваны поднять планку комфорта на уровень выше. Например, увеличенная глубина посадки и панорамная крыша, которую можно открыть. Я скоро вам ее покажу. И, кстати, о практичности автоматических дверей. Одну классную фишку они все же предлагают. Вы можете закрыть водительскую дверь, просто нажав на педаль тормоза. Вот это, конечно, крайне удобная функция, тут не поспоришь. И здесь снова проверим запас пространства над головой. Мой рост 1,89 м, и, как видите, места вполне достаточно. Потолок получил приятную обивку из микрофибры. Стоит отметить, что для этой крыши предусмотрена солнцезащитная шторка. Давайте я сначала покажу вам ее в действии. В по-настоящему жаркий день вы можете полностью закрыть эту полноценную шторку, и она отлично защитит салон от палящего солнца.
Не буду закрывать ее до конца. Кстати, чтобы открыть салон солнцу, сначала придется дождаться, пока шторка полностью сдвинется назад. И вот теперь перед нами настоящая панорамная крыша. В этом и заключается ключевое отличие ATA X3, где устанавливается либо глухая металлическая, либо фиксированная стеклянная крыша. Здесь же ее можно физически приоткрыть. Правда, как вы сами видите, угол и площадь открытия тут весьма скромные. Станет ли это решающим фактором при покупке? Возможно. В любом случае, нам еще предстоит протестировать ее в статике и проверить, насколько хороша шумоизоляция и на каких скоростях в салоне будет оставаться тихо. Да, это будет крайне интересно. Перед нами абсолютно новый кокпит. Как я уже говорил, рулевое колесо здесь такое же, как в моделях AX3 и i3. На нем расположены клавиши управления, от которых я, честно говоря, далеко не в восторге. Но я вполне понимаю логику создателей. Сейчас центральный экран мультимедиа сдвинут ближе к водителю. Благодаря этому вы можете легко управлять блоком климат-контроля. Сам я сторонник физических шайб и кнопок, но здесь управление хотя бы находится под рукой, прямо рядом с рулем. Кстати, отсюда же можно активировать функцию массажа сидений, и это очень приятная штука, поскольку в креслах используются действительно независимые пневмокамеры. При этом цифровые приборы новой системы Panoramic Vision они наоборот отодвинули дальше, прямо под основание лобового стекла. Это сделано для того, чтобы водителю не приходилось перефокусировать взгляд, и задумка отличная. В качестве дополнения для этой машины доступен и проекционный дисплей, хотя острой необходимости в нем теперь нет. Пассажирский дисплей предлагается как опция. Между экранами есть довольно большой зазор, и мне с водительского места видно далеко не вся его площадь. Но ваш пассажир может, например, запускать стриминговое приложение или смотреть YouTube. Такая возможность есть. Впрочем, заказывать его не обязательно. Если отказаться от опции, здесь будет просто аккуратная декоративная панель, так что выбор полностью за вами. Здесь у нас распашной подлокотник. Пожалуй, его можно было бы сделать чуть помягче для локтя. Внутри есть немного места для мелочей. Отделка выполнена из нового интересного материала подсланец. На ощупь очень приятная, да и выглядит весьма эффектно. Предусмотрен физический барабанчик регулировки громкости. А вот это селектор коробки передач. Посмотрите, когда вы включаете указатель поворота, на экране появляется классная визуализация. Снаружи, конечно, это выглядит еще более эффектно. Климат-контроль здесь двухзонный. Дефлекторы обдува получили весьма необычную форму. Вырез действительно уникальный, но почему бы и нет. На левой стороне экрана находится меню управления дверями. Отсюда любой пассажир может открыть или закрыть двери, а также разблокировать лючок зарядного порта. И это то самое меню, где перед началом поездки можно отключить этот навязчивый предупреждающий зуммер ограничения скорости, заменяющий звук по закону ЕС. Сама мультимедийная система стала работать определенно шустрее, чем на автомобилях предыдущего поколения. Также было очень важно, что водитель мог индивидуально настроить свой режим вождения. Давайте сейчас об этом и поговорим. Но сначала закончим с остальными элементами центральной консоли спереди. Здесь расположена панель беспроводной зарядки. Похоже, вокруг этого фиксирующего кольца предусмотрена вентиляция, в том числе для смартфонов на Android, у которых нет встроенного магнитного кольца MagSafe. Разработчики заверяют, что это классическая индукционная зарядка, но с охлаждением. Чуть дальше находятся два разъема USB-C, а рядом подстаканники с фирменным дизайном в виде 4 точек. В целом в салоне отлично чувствуется, что это более крупный и широкий автомобиль по сравнению с X3. Да, сходство в некоторых деталях прослеживается, но здесь хватает решений, которые выводят машину на класс выше. Мне, например, безумно понравились солнцезащитные козырьки. Они очень качественно обшиты той же микрофиброй. Жаль только, что козырек нельзя выдвинуть в бок. Интересно, доступна ли раздвижная секция в качестве опции? Придется проверить это в конфигураторе, как только он заработает. А теперь взгляд с места водителя. И снова перед нами кнопки, которые подсвечиваются только тогда, когда они активны. Например, клавиши парковочного ассистента и другие. Не могу сказать, что я в восторге от такого дизайна. На руле, к слову, тоже есть дублирующий регулятор громкости. Чуть дальше прямо на линии обзора у основания лобового стекла расположена система Panoramic Vision. Ее правую часть можно использовать под вывод данных, а можно просто сделать эту зону черной, если она вас отвлекает или раздражает. Перейдем к главному экрану мультимедиа. Наконец-то в меню индивидуальной настройки режимов движения можно выбрать спортивный отклик руля, но при этом оставить подвеску в мягком, комфортном режиме. Это очень важный момент, ведь в прошлых поколениях системы настроить машину подобным образом было невозможно. Ниже находятся сенсорные клавиши плюс и минус для регулировки температуры. Отсюда же активируется массаж сидений, а также вентиляция кресел. Кстати, для материала веганца подогрев и вентиляция сидений могут работать одновременно, что здорово. Разумеется, обычный подогрев здесь тоже есть. Стоит отметить, что в текущем X3 вентиляции сидений пока нет, но ее обещают добавить позже. На левой стороне экрана расположена панель быстрого доступа к важным функциям, например, для одновременного открытия всех дверей или лючка зарядного порта. И, судя по всему, на серийных машинах именно сюда выведут кнопку быстрого отключения этого навязчивого европейского зуммера ограничения скорости. Само меню отлично
отлично структурирована, логично и работает очень шустро, определенно быстрее, чем на предыдущем поколении. Алия уже успела подключить для нас Apple CarPlay. Вот так выглядит интерфейс CarPlay. Интеграция, надо признать, выполнена отлично. Переходим к заднему ряду. Дверь открывается довольно широко. Здесь все тоже качественно обшито, уровень сборки на высоте. Кстати, на случай непредвиденных ситуаций для пассажиров, сзади предусмотрен рычаг механического аварийного открытия двери. Он расположен прямо здесь. На окнах установлены механические солнцезащитные шторки, которые закрывают практически всю площадь стекла. Что касается обивки дверных карт изнутри, перед нами еще не финальный вариант. Но в серийных машинах здесь точно не будет дешевой ткани. А вот тут я заметил очень интересный держатель. К нему можно прикрепить аксессуары, а прямо под ним расположены разъемы USB-C для зарядки гаджетов. Кроме того, эту панель можно поднять вот так. И перед нами магнитный держатель с поддержкой MagSafe. Очень удобное решение для смартфона, почему бы и нет. Крепления Isofix на крайних сиденьях спрятаны под аккуратными откидными клапанами. Добираться до них удобно. А в закрытом виде все выглядит эстетично. Затем мы можем выдвинуть подлокотник. Здесь нас встречают те же подстаканники с фирменным дизайном в виде 4 точек. Выглядит стильно, но тут есть кое-что более интересное. Посмотрите, это же дополнительные мягкие подушечки для локтей. Вот так они крепятся, с ними подлокотник становится невероятно мягким и удобным. А еще у меня есть вот такие, возможно, они предназначены для передних кресел. Да, пожалуй, я дам их Лии на переднее сиденье. И еще вот эти мягкие подушки на подголовнике. Что ж, теперь здесь действительно можно устроиться с максимальным комфортом. Что касается запаса пространства для ног, благодаря отличным анатомическим выемкам в спинках передних кресел, сзади остается куча свободного места. Сам я сижу довольно далеко назад, потому что кресла здесь массивные и мягкие, да и ноги у меня длинные, так что водительское сиденье прилично отодвинуто. Но посмотрите, сколько места для коленей у меня все равно остается. На центральной консоли сзади сейчас отображается вот такой замок блокировки. Для задних пассажиров здесь также предусмотрен подогрев сидений, а в нижней части расположена еще одна беспроводная индукционная зарядка с поддержкой MagSafe. При этом разъемы USB-C, напомню, интегрированы прямо в спинке передних кресел. Запас над головой под стандартной панорамной крышей тоже есть. Свободное пространство остается. Изнутри потолок полностью и очень качественно обшит микрофиброй. Здесь есть встроенный крючок для одежды, а над дверями расположены потолочные поручни для всех 4 пассажиров. Это будет очень практично, держаться покрепче, если водитель вдруг решит поехать в чуть более динамичной и агрессивной манере. И кто бы это мог быть? А теперь перейдем к деталям и замерам багажника. Начнем с буксировки. BMW X5 всегда был отличным тягачом. Подключаем гибрид, лидирует линейки с показателем в 3,3 тонны. Версии с чистыми двигателями внутреннего сгорания могут тащить за собой до 3 тонн, а полностью электрический X5 рассчитан на 2,7 тонны. Стандартный объем багажного отделения составляет 650 литров. Однако есть одно исключение. У плагин гибрида полезный объем немного меньше, поскольку там отсутствует глубокое подпольное пространство. Верхняя шторка работает вот так. Чемодан все еще влезает вертикально. Что касается ширины багажника, она весьма приличная. Посмотрите, здесь у нас 1 метр 12 сантиметров. Так что это действительно круто. Стандартная длина составляет 1 метр 5 сантиметров. Поскольку перед нами электрический AX5, здесь под полом все еще остается немного свободного места. Как видите, сюда можно сложить, например, вещи для ваших питомцев. Саму верхнюю шторку тоже можно полностью снять и убрать в это подпольное пространство, что невероятно практично. Если машина оснащена пневмоподвеской, вы можете уменьшить погрузочную высоту, опустив кузов с кнопки. А еще здесь установлен выдвижной фаркоп. Я могу нажать на кнопку, и мы проверим, какой он. Полностью автоматический или полуавтоматический. Как видите, он полностью автоматический. Мы как раз только что говорили о буксировке. Теперь давайте измерим высоту в самой высокой точке. Она составляет 74 сантиметра. Чего мне здесь действительно не хватает, так это кнопок дистанционного складывания или разблокировки спинок прямо из багажника. Их тут нет. Приходится тянуться через весь салон и складывать сиденье вручную. Как по мне, в этом ценовом сегменте такая функция должна идти в базовой комплектации. Раньше у X5 она была, но во время фейслифтинга прошлого поколения ее, к сожалению, убрали. Что касается общей длины со сложными сиденьями, она составляет около 1 метра 90 сантиметров. Так что в этом плане габариты по-прежнему отличные. И мы, безусловно, еще вернемся к дискуссии вокруг этой двустворчатой задней двери. Да, тут есть свои плюсы и минусы. Производитель, скажем так, преследовал цель сделать машину немного легче и проще в этом узле. Ну и как обычно, они смотрят на то, на чем еще можно сэкономить. С новым BMW X5 нам предстоит обсудить еще огромное количество функций. Но самый главный и интересный вопрос. Какой реальный запас хода мы сможем выжать из электрического AX5? Мы протестируем это для вас в самое-самое ближайшее время. А чего вообще ожидать? Если сравнить его с младшим братом AX3, то у того поменьше площадь лобового сопротивления, да и коэффициент аэродинамического сопротивления лучше. В оптимальной конфигурации у AX3 он составляет
составляет 0,24, тогда как здесь у AX5 0,28. Если нам удастся получить расход в районе 20 кВт-часов на 100 км или чуть больше при езде по трассе на скорости 100 км в час, то машина теоретически сможет проехать до 700 км. Официальный же запас хода по циклу WLTP составляет более 800 км. Если оценивать реалистично, с учетом более высоких скоростей от 100 до 120 км в час, это разумный максимум, то вы совершенно точно сможете рассчитывать на честный 500 с лишним километров в пути, чтобы чувствовать себя уверенно. Ну а реальные результаты на разных скоростях и настоящий запас хода в повседневных условиях мы замерим для вас уже очень скоро. Но мы также будем держать вас в курсе новостей обо всех остальных модификациях, бензиновых, дизельных и подключаемых гибридах. Так что с нетерпением жду ваших откликов, когда мы получим X5 на полноценный тест, обзора каких моторных версий вы бы хотели увидеть в первую очередь, какому варианту вы отдаете предпочтение, что именно нам стоит детально разобрать. Пожалуйста, прямо сейчас поделитесь своим мнением в комментариях. А если вас интересует модель помладше, рассчитанная на чуть меньше бюджет, то обязательно посмотрите на наш обзор BMW iX3. Что касается главных соперников нашего сегодняшнего героя, то это, конечно же, Mercedes-Benz GLE, его полностью электрический аналог EQE SUV.